Итак, доктрина образования. Значит, у нас была доктрина, национальная доктрина образования. До 2014 года она носила характер нескольких таких страниц тезисов, каких-то некоторых ориентиров. Я бы не сказал, что это идеальная была национальная доктрина, но она была. В 2014 году наше правительство отменило эту доктрину, которая была до 2020 года, и как бы заместило ее стратегией образования. Хотя, на наш взгляд, это разные документы и имеют разные задачи. Но стратегия, да, и отменила вообще необходимость доктрины как таковой. То есть доктрина может быть, а может не быть образования в стране. Вот так решило наше правительство, точнее даже не правительство, а Дума государственная. Вот. Но мы, наша научная школа, как бы считаем, что доктрина стране нужна. Зачем нужна? Ну, во-первых, она как бы позволяет хотя бы какое-то единство сформулировать, действительно единство целей и ориентиров. Чтобы не было такого, что каждый там депутат или же политик какой-нибудь вдруг чего-то заявляет, что нужен такой-то курс, такой-то вернуть класс, еще что-то делать. И вот все начинают это обсуждать. То есть вот эта чехарда, которая происходит, к сожалению, у нас в стране, она, в частности, одна из причин — это отсутствие действительно какой-то продуманной, официальной, принятой доктрины образования. Поэтому стратегии или прочие какие-то документы с огромными там или не очень огромными бюджетами денег тоже, получается, меняются, создаются иногда необоснованными. Цели, которые ставятся, почему там нужно, допустим, там 1000 онлайн-курсов разработать, это никто не понимает. И зачем туда эти миллиарды рублей, так сказать, адресовать, тоже не ясно. И почему именно эта задача главная, а не другая? Почему именно там роботизация или там цифровизация и так далее? То есть, конечно, вот эти все разношерстицы, они неэффективны тогда, когда нету единых каких-то направляющих векторов. Поэтому наша научная школа, во-первых, как бы решила сама разработать доктрину образования, но не просто системы образования, а доктрину образования человека в нашей стране, по крайней мере. Хотя, в общем-то, она может годиться и для других стран. Так вот, доктрина образования человека разработана, опубликована нами, и у нее есть свои основы. Почему я о них хочу сказать? Потому что они как раз касаются той концепции, той идеологии индивидуализации образования, о которой мы говорили только что перед этим. В основе доктрины мы заложили именно реализацию прав человека на собственное образование. Казалось бы, почти конституционное право, оно так, в таком виде почти не написано в Конституции, но на самом деле, если мы посмотрим, проанализируем, так сказать, наш образовательный процесс, который выстраивается в школах, он далеко не реализует этих прав. Понимаете? То есть права самого, например, ученика на собственное образование достаточно ограничены, и там не то, что нет возможности для индивидуальной траектории иногда, а и для самого образования. И поэтому происходит то, что называется иногда отчуждением человека от собственного образования. Вот, то есть он как бы сдает там какие-нибудь экзамены, потому что ему говорят, что если ты не сдашь ЕГЭ, то там типа не возьмут в институт твои документы. Да? То есть вот такое вот выворачивание рук иногда происходит, понимаете? То есть это не совсем образование, не совсем права человека. И если ребенок хотел бы или мог бы увеличить свое, допустим, образование в каких-то сферах, иногда у него это и не получается из-за системы, которая к этому не предрасположена. Поэтому мы считаем, что вполне возможно и нужно, необходимо доктрина такого типа, которая бы прежде всего реализовывала права человека на образование, а не кого-либо там пожелания депутатов, даже министров, чиновников, на то, какими должны там предметами заниматься его ученики, какие они должны читать произведения. Честно говоря, это все вот противоречит
духу индивидуализации образования, когда ребенку говорят, что вот тебе надо вот эти 100 произведений прочитать, а не вот те 50. Это, вообще говоря, даже, я бы сказал бы, насилие над правами человека в плане его образования. То есть таких вещей, как бы, ну, по идее, не надо делать, ограничивать его тем или иным списком, составлять за него этот список и так далее. То есть помогать мы, конечно, должны, выстраивать система должна, но в доктрине должно быть определено, что никакой там депутат не имеет права просто так вот взять и какой-нибудь предмет включить там в 4 классе в количестве 2 часов, потому что он там почему-то посчитал, что это надо. Так вот, в нашей доктрине образование понимается как самореализация человека по отношению к себе и окружающему миру. Вот эти три вещи очень важны. То есть образование как самореализация, да, то есть она предполагает, что у человека есть то, чего можно реализовать. То есть сущность некоторая, да. Эту сущность мы описываем вот потенциалом образовательным, его предназначение, миссией в том числе, индивидуальной траекторией реализации этого потенциала и так далее. То есть вот это все и есть образование. То есть образование это, конечно же, не сдача экзаменов, да, никаких, и не поступление в вуз. Это формальные признаки движения человека. То есть, если мы говорим об индивидуальной образовательной траектории, некоторые иногда могут ее так охарактеризовать. Занял такие-то места на олимпиадах, поступил в такие-то вузы. На самом деле, это как бы формальная сторона индивидуальной траектории, а не содержательная. То есть, нам гораздо более важно понимать, что внутри человека происходит, как он образовался, какие у него способности, компетенции, знания, умения и так далее. Поэтому мы говорим о самореализации человека по отношению к себе, то есть к своему потенциалу, да, и по отношению к окружающему миру. То есть мы не планируем готовить детей для жизни где-то в другом мире, так сказать. Они все равно будут жить в нашем социуме, вокруг них будет тот же мир, который сейчас и есть, и это надо учитывать. Но не значит, что как бы полностью выполнять какие-то вот внешние требования только и исполнять в образовании, в обучении только заданные кем-то программы. 3, может быть сказать, инновации в нашей доктрине. Первая инновация – это принцип человекосообразности образования. Вообще, ну, каждый учитель, наверное, знает о принципе природосообразности, да, еще введенном, обоснованном Яном Амосом Каменским 400 лет почти назад, да. Так вот, мы ввели в педагогику принцип человекосообразности. То есть, сообразно природе, да, конечно же, важно и нужно обучать, образовывать. Но почему мы не должны учитывать самого человека? В нем, кстати, не только природа. В нем и культура, и духовность, и дух, и так далее. Поэтому мы ввели принцип человекосообразности образования как простой как бы принцип, что образование должно быть сообразно самому человеку. Не стандартам, не требованиям ЕГЭ, а вот самому конкретному человеку, который обучается. Вот ему должно соответствовать образование. Это же очевидно. Вот. Но этого сегодня нет. Сегодня этого нет ни в массовой школе, ни даже в элитных и так далее. То есть отчасти какие-то, конечно, элементы происходят. Но принцип человекосообразности – это руководство к действию. Да? Принцип есть руководство к действию. Так вот, принцип человекосообразности говорит о том, что обучение и образование, которое выстраивается вокруг ученика, оно должно быть сообразно этому ученику. Вторая инновация, которую мы в доктрину ввели, это мы определили, что существует несколько групп заказчиков образования. То есть слово заказчики, ну, такой немножечко носит характер нынешнего времени, конечно же, немножко, может быть, непривычный термин, как заказчик-исполнитель, да, договор такой. Но, тем не менее, речь здесь идет о чем? О том, что вот право на образование, заказ на образование и заказ на стандарты, в том числе образования, имеет далеко не одно министерство, которое сегодня, допустим, федеральный компонент стандартов разработало и дает его в школу. Это не единственный заказчик. И более того, я бы сказал, что, может быть, это даже и не основной. То есть основными заказчиками и группами являются следующие. Во-первых, сам человек. То есть вот
вот тот ученик, который учится, вот он первый и главный заказчик собственного образования. Еще раз повторю, ни Рособорнадзор, ни министерство, которое может менять свои названия многократно, а именно сам человек, вот он заказывает свое собственное образование. А остальные, те структуры, которые существуют, включая школу, там, высшие учебные заведения, они, по сути дела, вот, должны помогать этому человеку реализовывать свой заказ. Вот. Второе, это как бы заказ, это его семья. Родители, родственники, это совсем не чужие люди. Более того, они иногда больше заинтересованы в образовании человека, чем депутаты и чиновники. Вот. И поэтому как бы семья – это один из основных заказчиков образования ребенка. Еще более глубинный заказчик – это род человека. То есть род как некий исторический организм, который есть у каждого из нас. И, в общем-то, не один даже род, и по отцу, и по маме, и так далее. То есть целая система родовая, да, существует. Но род, этот организм, тоже имеет на самом деле свои особенности, свои виды, свой заказ, ожидания от образования каждого, кто принадлежит этому роду. И недаром дети, кстати, очень любят выполнять творческие работы по своей родословной. Они как раз вот эти связи при этом и обнаруживают. Да? Дальше следующее, это народ. Но народ тоже имеет заказ на образование своих, так сказать, членов своего народа. Да? Может быть, здесь этнос и так далее. Этническое образование. Оно есть, оно существует, оно имеет свой заказ, свои стандарты. И они, как говорится, должны реализовываться, конечно же. Социум, который окружает человека, социальное образование. Дальше, общество и государство, несколько разные категории, но и то, и другое имеет, конечно же, свой заказ на образование своих граждан, членов своего общества, да. И вот как раз в ГОСы, федеральный заказ, да, федеральные государственные образовательные стандарты, это как раз элемент вот этой группы заказчиков. Ну, смотрите, она у нас тут на каком месте? На раз, два, три, четыре, пять, на шестом, седьмом, да, месте только лишь. Седьмая часть. Всего вот у нас там еще идут заказчиком человечества. Имеется в виду и как мир, и сегодняшний мир, и историческое человечество. И, в общем-то, верхний уровень заказчика – это вообще уровень Вселенной. Вот. Я когда выступал в Государственной Думе у нас по концепции развития образования, и называл вот этих группы заказчиков, мне задали вопросы председательствующий депутат Никонов, а как эта вселенная может заказ сделать, так сказать, на образование? Вот. Так вот, на самом деле может, если мы понимаем, что живем не только в своем городе, в своем государстве, в мире, но и во вселенной. Мы действительно принадлежим этому большому сверхорганизму, который является Вселенной. И, кстати, в общем-то, сам термин Вселенная, он этот заказ на самом деле в себе содержит. То есть это вселение. Человек предназначено вселиться в свой мир, которым вот является вот то, что Вселенной называется. И поэтому у нас есть учения и русских космистов, в частности, очень большого количества, и Федоров, и Циолковский, Вернадский, Флоренский, Андреев Даниил, ученые многие, и физики, и поэты, и художники, космисты. То есть целый есть спектр и учений, и областей культуры русского космизма, где как раз вот эта вот связь человека со Вселенной является основанием, вообще говоря, жизни и образования человека. Да? И поэтому, на самом деле, здесь все это есть, существует, но пока вот не всегда это находит отражение в доктринном уровне образования. То есть философия, она пока не вся дошла до образования. Понимаете? А она у нас есть и должна быть. То есть, на наш взгляд, основой отечественного образования должна быть отечественная философия. Вот. И
а не просто что-то иногда выхваченное из европейского, например, общества и перенесенное автоматически, как бы так сказать, на свою территорию. У нас есть корни, и их надо, конечно же, знать и иметь. Ну и третья инновация, которую мы предлагаем, это мы предлагаем понятие и норму, называемую комплексный образовательный стандарт, то есть где бы кроме ВГОСов, то есть федеральных стандартов, были бы стандарты всех групп заказчиков. То есть нам необходимо, мы считаем, чтобы был комплекс заказа на образование, который бы реализовывался бы в обучении или школами, или учителями, семьей, семейном обучении, неважно, но он бы учитывался именно как комплекс. То есть сегодня происходит пока гипертрофированная, так сказать, заказ федеральный, он как бы преобладает над многими другими и не в лучшую сторону, на наш взгляд. То есть мы вот предложили доктрину разных групп заказчиков, которые должны в той или иной степени вносить свой вклад в определение и стандартов, и самого процесса образовательного, и влияние на траекторию образования. Как это делать, как этот механизм строить, у нас есть некоторые свои предположения, хотя, конечно же, их нужно развивать и разрабатывать дальше. Вот я приведу примеры наших формулировок из нашей доктрины. Она занимает около 20 страниц, вся доктрина. Вот такие ее положения. 2.1 положение. Да? Человек есть основная ценность и адресат системы образования страны. Казалось бы, кто может поспорить? А некоторые поспорят, потому что на самом деле некоторые адресатом системы образования считают не учеников, а кого-то что-то еще. Ну, например, электронные доски, система образования, какие-то, допустим, атрибуты. Никто не против того, что школы должны быть построены хорошие здания и так далее. Но если мы затмеваем как бы заказ человека заказом строителей на эти здания, да, то получается, что на учекане нас не хватает. И если вы посмотрите, например, большинство как бы государственных рапортов даже от чиновников, муниципальных уровней и так далее, они ничего не говорят о внутреннем качестве человека, который меняется, который образовывается. Они обычно говорят там количество школьных автобусов, количество компьютеров там, или электронных досок, которые поступило, количество там каких-то уроков, то есть все то, на что можно потратить деньги. На самом деле, о внутренней сущности человека, как она меняется, как она образовывается, обычно никто не говорит. Так вот, мы в доктрине говорим, что нужно вот говорить именно о ценности об образовательной ценности человека, а не стен, в которых он учится. Да? Стены хорошо, но человек важнее. 2.2 пункт. Основная цель национальной системы образования – это самореализация каждого человека по отношению к себе и окружающему миру. Я уже это определение говорил, и мы считаем, что это как раз главная задача. То есть не развить одаренных детей, на наш взгляд, кстати, каждый ребенок одарен, а именно дать каждому реализовать себя. Ну, пункт 2.3. Каждый человек уникальное создание, имеющее собственную миссию в мире, то есть так к нему положено и относиться. Ну и вот такой пункт, что каждый человек вправе определять свою миссию, цели, образовательный путь в соотнесении с требованиями, нормами и традициями, устанавливаемыми другими субъектами заказчика образования, но он и вправе определять свою миссию, цели и образовательный путь. То есть вот это право закреплено здесь в качестве положения. Ну, свою доктрину мы обсуждали, проводили несколько конференций, эксперты работали, разработчики. То есть в течение там около 2 лет, наверное, мы ее разрабатывали. И эту доктрину мы направили и президенту Российской Федерации, председателю правительства и Государственную Думу. Ну вот одно из писем, ответ из приемной президента Российской Федерации о том, что они получили нашу доктрину, направили ее на рассмотрение и так далее. Рассмотрения были экспертные произведены, вот я уже говорил о том, что они есть, но сам процесс развития и принятия возможного доктрины пока вот отсутствует. То есть там вот объяснили, что
У нас есть в нашей стране, например, доктрины информационной безопасности, там военная есть доктрина. Но доктрина образования, она может быть, а может не быть. Решает это на усмотрение президента и правительства. Пока оно такого усмотрения не произвело, но мы считаем, что оно должно произвести. То есть мы видим необходимость и обязательно в обязательном принятии доктрины. То есть закон об образовании он не решает многих задач, которые доктринального уровня необходимы. И мы считаем важным, ну вот свой вклад мы в это внесли. То есть доктрина у нас есть как концепция, и как некоторая система норм.